Привет всем тем, кто будет смотреть это видео. Меня зовут Вадим, я хотел бы вам представить данную электромиографическую систему Колибри, которая считывает электрическую активность мышц, а точнее активацию мышц в движении. Хотел бы сразу уточнить, что она не считывает напрямую напряжение мышц, это было бы просто идеально. Она считывает мощность электрического сигнала, который наша нервная система отправляет в мышцы, чтобы преодолеть какую-то нагрузку. И, соответственно, ее величина зависит от того, какой вектор нагрузки, какова сама нагрузка и все остальное. С данным агрегатом я как-то столкнулся уже где-то более полугода назад на канале Никиты Горина. Там он показывал разных атлетов, которые на себе проверяли, так скажем, искали для себя самые эффективные упражнения. Я очень сильно этим заинтересовался, потому как на тот момент я очень сильно всегда чувствовал, что у меня передняя дельта слишком много участвует в движениях во всех сжимовых. Когда я делаю упражнения на бицепсы, скажем так, после тренировки чувствуешь, когда ноющую такую боль в самом именно нем, понимаешь, что он все время перерабатывает. Но понимаешь также, что это субъективное ощущение, хотя это, в общем-то, это даже и видно хорошо, что вот при сгибании введения или при жимах оно все работает довольно значимо. Так вот, я стал интересоваться больше, искать информацию, что да как работает, где можно достать такой аппарат. Понял, что можно его достать. Самый его дешевый вариант находится в Израиле, но он, скажем так, чуть-чуть слабенький. Второй вариант, тот же самый Колибри в России. Но ввиду того, что я житель Европы, она для меня недоступна теперь. Вот. Я начал искать по Европе, в общем-то, нашел в Америке, но цена его меня так радостно поразила, что я решил, что прекрасно обойдусь на своих субъективных ощущениях. И где-то, так скажем, 2 месяца назад, спасибо, комары, я сам себе придумал, получив информацию, я думаю, практически все знают о том, что ускоренный обмен белка у нас длится от 24 до 82 часов. И, скажем, чем старше человек и опыта в зале уже более достаточно, то это время все меньше и меньше. Предполагаю, что в моем случае это часов 36. И наоборот, противоположно, чем ты старше становишься и чем больше у тебя в занятиях в спортзале, тем, в общем-то, тебе необходимо все больше и больше времени для восстановления. И как-то мне так в голову пришло, что хорошо бы, наверное, заниматься так, чтобы тренировать одну группу мышц 2 раза в неделю, разделить общий объем недели и делать одну тренировку больше акцентировать на верхнюю часть груди, другую на нижнюю, среднюю, например, на длинную головку бицепса, на короткую, соответственно, на латеральную, на медиальную все время работает, на длинную головку трицепса. И я начал искать информацию, как же разделить, в каких упражнениях больше работает одна или другая головка. И я понял, что информация очень сильно разнится. Найти, скажем так, стопроцентную. Плюс еще и также смотрел тех самых ютуберов, которые показывали это вместе с миографом. Я понял, что как-то у всех чуть-чуть по-разному. Все мы вроде как будто бы одинаковые, но у нас у всех разная апометрия, да и, в общем-то, длина мышц, сухожилий, крепление кости, это все разнится. Из-за этого наша нервная система и мозг сигналы отправляет в более, скажем, у одного больше будет работать одна головка, у другого другая. Поэтому все-таки я решился, что надо попробовать и все-таки напрячься и купить. И я себе приобрел данный аппарат. Когда я его приобрел, и получим, скажем так, чуть-чуть потренировался использовать его. Его тоже нужно уметь использовать, потому что он не показывает напрямую напряжение мышц, он показывает электрическую активность. Поэтому я сразу бы хотел бы сказать, что, скажем, такая вещь, что, например, чем меньше мышца, тем больше он показывает вот этих самых нумероида. Тем выше напряжение, тем выше напряжение, все правильно, тем выше напряжение. И, скажем, если бицепс это одна из самых активных мышц, скажем так, дальше вот эти все маленькие мышцы, чем меньше мышцы, тем активность как будто бы сильнее и больше. Самая низкую активность будет показывать где-то, вот если здесь легко показывает, под 4000
микровольт, то на ягодицах это будет в районе 600. Ноги это тоже будет в районе 1000, например, микровольт или 1 милливольта. И спина тоже будет довольно показывать, опять же таки зависит. Задняя дельта будет показывать до 6 милливольт, возможно, не помню точно. Трапеции также довольно будут активно работать, а вот уже широчайшие, ввиду того, что это очень большая мышца, она довольно низкие значения показывает, там до 1 милливольта. И причем у всех людей это будет совершенно по-разному. Я проверял на себе, когда у меня показывала верхнюю ключичную часть груди до 7 милливольт, а среднюю до 2,5. А у моего зятя показывало 2,5 и там, и там. То есть это настолько индивидуально, это нужно понимать, что для каждого отдела мышц, для каждой мышцы, а еще также для его отдела, свои 100%, это чуть-чуть разные 100%. Если здесь 7000 будет 100%, то здесь 2500 это будет 100%. И если я буду делать жим штанги на грудь, на горизонтальная, и здесь будет показывать 2500, а здесь будет показывать 5000. Это не значит, что верхняя часть ключичная работает гораздо больше. Совершенно наоборот. Это будет работать на все 100, а это будет работать процентов на 60. Также у меня очень сильно хотел бы, почему я решил записать это видео, не конкретно это, а на будущее, я собираюсь снимать коротенькие видео. То есть шорт-видео, в которых я буду сравнивать два разных упражнения с рабочим весом и показывать, какое из них более эффективное в конкретном случае для меня. Предполагаю, что и для большинства будет точно так же. И еще такой момент, я здесь, я потом покажу, здесь запоминается таблица, и эту таблицу я открою телеграм-канал и буду выставлять скриншот упражнения, название и таблицу к ней прикреплять вот этих двух упражнений, которые были в сравнении. И там конкретно в этой таблице можно видеть, какая средняя часть в подходе будет мышцы, какие максимальные движения, и оттуда можно понять, насколько эффективно работала мышца. Вот. Я, конечно, извиняюсь за мое оборудование, оно очень не соответствует тому, чтобы делать очень хорошее качество, ввиду того, что я в этом деле новичок, это мой дебют. Да и, в общем-то, звуковое, то есть словесное видео, я предполагаю, что это будет на ближайшее время единственное. Дальше я буду все-таки это делать без звука, какую-нибудь заставку звуковую ставить, а остальное, в общем-то, это все будет только зрительно. Вот, что я хотел еще на это дело продолжить. Давайте, наверное, тут учить, наверное, никому ничего не надо. Все, наверное, знают, что бицепс у нас отвечает за супинацию. Вот мы видим, активность пошла. Сгибание предплечья в локтевом. И также самого сгибания плеча. Это очень четко видно. Сейчас очень низкая стоит развертка на 1 милливольте. Я его поставлю на 5, чтобы он так это не зашкаливало. Это тоже доступно. Также можно 10 ставить, но это, вероятно, для тех индивидуумов, у которых электрическая активность мышц и нервной системы очень мощная. В этих видео я никого ничему обучать не буду. Хотя хотел бы заметить, что на просторах YouTube сейчас настолько разнится вся информация. Я бы, например, со своей стороны хотел бы всем посоветовать по питанию послушать господина Дмитрия Яковину. Это очень изначально журналист, который очень трепетно относится ко всем исследованиям, и он именно на уровне исследования объясняет все процессы, которые происходят. Он очень начитан, он все время говорит о том, что он по 3 исследования каждый день читает, и послушать его – это сплошное удовольствие. Его словоблудие просто прекрасно, в отличие от моего. Так вот. Также я посоветовал бы Андрея Замятина послушать на канале Головинского. Это прекрасный бывший выступающий атлет, но на данный момент прекрасный, слово тренер, тренеров не знаю конкретно, чем он сейчас занимается, но он на канале у Головинского проводил очень хорошие доклады, и там все было про жиросжигание, про массонабор, про силовой набор, как все это работает, все это объяснял. Могу сказать, что даже если видео тебе, скажем, довольно-таки уже
года 3 назад 4 сняты. За эти 3-4 года ничего нового не появилось, потому что я довольно активно слежу за тем, что выставляют и наши тренеры, и наши ведущие блогеры, также блогеры-миллионники, такие как Джефф Ниппарт, Джереми Тьер, Райан Хумистон. И могу сказать, что, в общем-то, за это время ничего не изменилось. Все ищут наилучший подход, как же нарастить эту самую прекрасную мышечную массу. И, в общем-то, включая меня, я как-то при себе не сказал, 13 лет посещаю спортзал, как обычный посетитель, который больше 10 лет просто ходил туда и пришел туда довольно-таки поздно. Я пришел туда в 37 лет просто, чтобы подправить форму. Чуть-чуть она уже на тот момент расплывалась. Правда и сейчас. Запятая, дисциплина у меня не очень, поэтому расплываюсь я очень легко. Любой отпуск недельный плюс 2 килограмма, хотя при этом даже не буду ничего вроде как будто бы лишнего есть. В своей жизни я сушился всего лишь один раз. Это было 2 года назад, просушился до 10%, очень хорошо, удачно просушился. Сушился я медленно, правда, 4 месяца. И за эти 4 месяца я сжег 9 килограмм жира и набрал даже 400 грамм мышц. Та самая заветная рекомпозиция. Ну, произошло это, я подозреваю, только потому, что у меня был очень высокий дефицит, а точнее 5 дней в неделю я дефицитил, где-то по 1000 калорий в день. Это довольно высокий дефицит, но зато на выходных у меня всегда была углеводная загрузка, и не только углеводная. И поэтому главное для меня было это удерживать недельный дефицит, чтобы за недельную промежуток времени я все-таки оставался в дефиците, а не чтобы я за эти 2 дня выровнял все, а не дай бог еще ушел в плюс. И это у меня все-таки в тот момент получалось. Сейчас что-то никакой мотивации не могу для себя набраться, все время отмазка. Я человек, работающий на физической работе, и поэтому типа все время думаю, да, и так все нормально. Короче, опять у меня унесло в дебри прекрасные с моей болтовней. Теперь я хотел бы вам показать именно то, как будет это происходить. Например, сам рассказал, дело в том, что есть определенный такой спор между многими атлетами. Одни говорят, что нужно выполнять именно строгие сгибания на бицепс. Другие говорят, что очень хорошо выполнять именно вот эти вот. Что активация бицепса намного усиляется, прям очень сильно, сильнее становится, и это действительно видно. Сейчас я покажу это с нагрузкой. И также сделаю, так скажем, комментарий. Сделаю это сразу же сравнительным. Программа позволяет делать это вот так. Запись пошла. Да. Как-то в моем случае показывает, что у меня очень невероятно работает передняя дельта. Ее средняя работа здесь видно в первом, это 1500. Самая высокая 300, тогда как длинная головка 1100 и 800 короткая головка. То есть, в общем-то, то, о чем я говорю, что в моем случае не очень хорошо делать вот это вот упражнение с выведением. Но так работает не на всех. Например, когда я проверял на своем зяте, то для него это было, у него, конечно, добавлялось активности передней дельты, но при этом активация самого бицепса у него очень ярко выраженно появлялась. И в его случае это более-менее. Но могу сказать, что со временем, чем больше устает бицепс, тем больше начинает дельта на себя нагрузку брать. А сейчас строгие. Ах ты так.
Ну, как бы можно видеть, что конкретно в моем случае получается совершенно неэффективно делать упражнения на бицепс выводения локтя. Тогда как у моего зятя было совершенно по-другому. Еще момент такой, что, например, вот так вот это сравнение, вот эту таблицу я буду выставлять в телеграм-канале. Сейчас я также попробую сделать. А что значит попробую? Попробую как бы с гантелей, но это не гантели. Ну, для меня это очень хороший пример для того, чтобы показать, что вот в моем случае получается с гантелью работать намного выгоднее, потому что плеча практически вообще нет. Вот тут я первый раз как-то с выведением пошел машинально. А в остальном получается, что для меня гораздо выгоднее делать на бицепс исключительно с гантелей так называемой. Дальнейшее все видео я буду снимать в зале с зальным оборудованием. Возможно, может дома тоже что-нибудь с резинками. Если вам интересна эта идея, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, предлагайте, что бы вы хотели увидеть, чтобы я проверил. Только заранее сразу скажу, так как человек я семейный и работающий, обратная связь у меня будет происходить не очень быстро. И другой момент, что забыл сказать, что я собираюсь сначала проверить в зале плечи, трицепс и бицепс. Почему так? А потом уже тогда грудь, спина. Почему так? Потому что я хочу, когда я буду делать упражнения на грудь, на тот момент уже понимать, какое мое самое эффективное упражнение у меня на переднюю дельту и на трицепс, чтобы видеть потом в движениях на грудь, насколько сильно участвует то же самое передняя дельта и трицепс. И наоборот, точно так же бицепс и задняя дельта очень важно, когда я буду делать все упражнения на спину, и это даст хорошую понимабельность большему части людей, понимабельность того, что насколько сильно участвуют вот эти мышцы-синергисты. Потому что на этот счет кто-то говорит, что хорошо считать с коэффициентом 0,5. Например, если мы делаем спину, то бицепс можно засчитывать себе как 0,5. Ту же нагрузку на заднюю дельту, как 0,7 и так далее. Это все такое противоречивое чуть-чуть, а тут именно наглядно в цифрах все это будет видно. Если я не ошибаюсь, по-моему, я все сказал. Кому стало интересно, подписывайтесь. До встречи. И дальше будут только коротыши беззвучные. Какие-то комментарии я буду давать в Телеграме. Насколько буду успевать. Но таблицы буду обязательно выставлять под каждое маленькое видео. Все. Всем счастливо. Пока.